Итак, всем привет! Данное видео будет посвящено Windows 10 версии 22H2. Судьба Windows 10 уже всем давно понятна. Версия 22H2, номер сборки 19045.1947. Ситуация с Windows 10 уже давно понятна. В Windows 10 не будет добавляться никаких больше новых функций. Компания Microsoft сосредоточена на разработке Windows 11. Это всем понятно, но те люди, кто решили остаться на Windows 10, я не думаю, что Microsoft просто так забросит Windows 10. Пока осуществляется расширенная поддержка, Windows 10 будет и 22H2 вот сейчас, и 23H2, и 24H2. Обновления будут выходить вместе с крупными обновлениями для Windows 11. По быстродействию и производительности Windows 10 по-прежнему остается отличной системой. Как ни странно, после Windows 8 привычной системой. И я считаю, что это дело вкуса каждого. Был бы у меня сейчас компьютер, то есть хороший компьютер, поддерживающий Windows 11, я бы работал, честно говоря, на Windows 10. До обновления 22H2 я работал бы на Windows 10. Windows 11 это у нас что-то новое, необузданное, скажем так, но интересное. Вот из-за того, что интересно, а мы любим с вами всегда что-то новое, именно поэтому мы устанавливаем с вами Windows 11. Мое мнение для пользователей, которым недоступна Windows 11 по причине отсутствия TPM 2.0, либо несовместимости железа, оставаться на Windows 10. Но это дело каждого. Это дело каждого и дело вкуса, скажем так. Дело привычки. Данная версия не содержит в себе каких-либо изменений. Версия 22H2 является обновлениями безопасности. То есть, говоря простым языком, изменения произошли под капотом. А в целом это та же Windows 10. Стабильная система, привычная система. Что касается поддержки Windows 10, хотелось бы отметить такую вещь, что я был неправ в предыдущих роликах. Немножечко. У нас есть версия 21H2, Vibranium 4. Поддержка будет осуществляться до 13 июня 2023. С 13 июня будет расширенная поддержка. А с 11 июня 2024 года LTSC. Это конкретно эта версия 21H2 до 32 года. Что касается версии 22H2, я думаю, что жизненный цикл этого обновления будет гораздо больше, в том числе LTSC. Сейчас написано, что Development, оно понятно, это канал Release Preview. Однако данная версия выйдет вместе с крупным обновлением для Windows 11 версии 22H2. Для всех. Решать каждому из вас, переходить на Windows 11 или оставаться на Windows 10. У нас два варианта. Если вы хотите чего-то новенького, обновляемся на Windows 11. Если вы сторонник уже устоявшейся системы, то оставайтесь. Это что касается совместимых компьютеров с Windows. Если же у вас, как у меня на ноутбуке, не поддерживается только процессор, но есть TPM 2.0 и Secure Boot и все остальное совместимо, то также можно обновляться, если вы хотите чего-то новенького. Вот и все. Дальше, спустя уже почти год с выхода Windows 11, в следующем ролике мы с вами обновим данный компьютер до Windows 11. Это ноутбук у нас. Давайте мы зайдем, посмотрим о программе. 5-е поколение i5 5200U, 4 гигабайта оперативной памяти, видеокарта AMD
Radeon M5 M330 и Intel HD Graphics 5500. Вполне себе железо для Windows 11. За исключением процессора, но обновиться можно. Старые ролики у нас устарели, поэтому мы будем двигаться дальше. И будем с вами разговаривать дальше. В следующем ролике мы обновим систему. А с вас лайк, подписка, комментарий. Увидимся в следующем видео.